Привет всем! Сегодня у нас будет тайный сад котика Вилли, давно обещанный. Кроме того, будут наши любимцы. Послушайте. Полностью эту прекрасную песню вы услышите в наших любимцах в очередном альбоме. Кроме того, будет анонс предстоящего. Полетаем на самолетике. Ну и посмотрим на пенсионеров. Танцевальный марафон пенсионеров. Это будет в конце ролика. Итак, котик Вилли. Ирина мне показала, где он проводит значительную часть времени. Это тайный сад. Справа гараж, стена гаража. Слева живая изгородь и металлическая там ограда, которая отделяет нас от улицы. Место не очень проходное для нас, мы там появляемся редко. Ирина иногда ходит, занимается растениями, я там вообще практически не бываю. А котику очень удобно через там живую изгородь наблюдать за происходящим на дороге. Он любит так наблюдать за людьми, которые ходят. Там иногда собак водят, машины ездят. И котик там все видит, но его не видит никто. Кстати, будет ролик, как котик то же самое проделал на кукурузном поле. И как его оттуда пришлось насильно эвакуировать. Очень смешно, потом посмотрим. Итак, а что же у нас в этом тайном саду? У нас там для начала ежевика. Я ее уже показывал. Мы уже собрали один урожай. Ирина сделала вкуснейшее варенье. Натюр я не очень ежевику люблю. В ней много косточек, там зубы, десна и так далее. Всякое беспокойство. Я к деснам отношусь трепетно. Но варенье получается, конечно, очень хорошее. Предстоит еще там 2-3 сбора. Так что какое-то количество банок ежевики, ежевичного варенья у нас получится. Вообще варенье делаем из самых разных. Клубничное вы видели, на канале есть ролик про клубничное варенье. Будет еще персиковое, ежевичное. Варенье храним в холодильнике в винном. У меня нижняя полка в винном холодильнике как раз для варенья. И мы пьем по вечерам чай. Я делаю чай для всех. И вот в прикуску с вареньем. Самовара нет. Чайник электрический. Так что мы не совсем ударились в купеческое прошлое. Просто такая чайная традиция. Чай при этом в основном фруктовый. Итак, а что у нас еще в саду? Это у нас тыква. Тыква вообще это такой национальный продукт в Каринтии. В Австрии, в Каринтии очень любят тыквы. Из тыквы делают очень вкусный суп, который мне нравится. Такой крем-суп с тыквенными семечками. И семечки давят масло, которое достаточно дорогое и очень ценится. Очень полезное. И тыквы едешь по Каринтии. Иногда видно поле, огромное поле, и на нем вот такие лежат желтые такие футбольные мячи просто по всему полю. Сюрреализм. А я также включу фрагмент, как здесь модно делать тыквы, выращивать на живой изгороди. То есть живая изгородь, а сверху лежит вот такой шар, такая тыква. Все это отснято, у соседей у наших есть такая живая изгородь с тыквой. Я в один из следующих роликов это вставлю. Но у нас, как видите, тыква такого не рекордного, естественно, некоторого все равно приличного размера, из которой потом что-нибудь сделаем. Ирина на нее планы уже имеет. Котик лежит, он терпит, пока я со своей камерой там его беспокою. Но он мне какое-то время он мне дал. Я не злоупотребляю, я больше его там не беспокою. В общем-то, это его такое укромное место. Это солнечная сторона. Там вызревает, в общем-то, то, что не вызревает с другой стороны дома, которая к озеру.
А здесь солнце с раннего утра и до 2, 3, 4 часов после обеда. И здесь вот, например, персики. Это у нас персики. А нектарины. А здесь Каринтии, климат позволяет вот выращивать персики. Они продаются в магазинах. Очень, ну, смотрите, и размер, и цвет, и все очень вполне приличное, вполне нормальное. Персики мы съедаем натюр. Ну, немножко идет на варенье, но на варенье мы покупаем в магазине. А так вот свои, они в основном просто съедаются. Так, в этом году их больше, каждый год их все больше и больше становится. Ну, такое хорошее дерево плодоносит. Отлично. Вот видите, там какие грозди висят. Ну, еще немного и все, и можно будет уже срывать. Пусть еще немножко дойдут. А вот, кроме того, у нас есть там малина, есть черешня, но малину в этом году уже собрали. А черешня пока не плодоносит, ожидается на следующий год уже появятся ягоды. Вообще черешни тут очень много каринтийской своей. Есть сады черешневые, так же как плантации с клубникой и малиной, есть сады черешневые, где можно саму собрать или прикупить просто ведерко другое черешни, что мы и делаем. Вот, котик озирается, когда я наконец перестану его беспокоить, уже хвостом подрагивает. Ну, мне еще надо снять инжир. Там есть инжир, скоро вы его увидите. Вообще, вот эти эксперименты, Ирина просто здесь, в этом маленьком саду, проводит всякие эксперименты. Мне нравится. В общем-то, фокус с персиками и с ежевикой мне понравился. Ну и котик доволен. Видите, сюда с газонокосилкой никак не зайдешь, и здесь как-то вот приводить здесь траву в какой-то такой божеский вид. Иногда я захожу с ручной такой косилкой электрической. Вот у нас инжир. Он пока еще не готов, не созрел. Но он будет вполне нормальный. Из него его Ирина очень любит натюр и тоже делает варенье. Ну, оно такое на любителя, такой вкус специфический. Я не очень любитель, но как бы у нас с Ириной вообще вкусовые, вообще в отношении всего вкусы абсолютно разные. Это просто удивительно, как люди с настолько разными вкусами оказываются вместе. Но, возможно, это и к лучшему. За счет этого мы дополняем друг друга, и получается полный охват спектра. Вот еще один куст с персиками. Там тоже притаились. Вот. Конечно, очень грозди такие внушительные. Персики, конечно, в Болгарии были великолепные. Там... Ой, как вспомню просто. Ну, там... Сейчас наши любимцы. И открывает у нас раздел певец по имени Крас, который живет в Греции, у Светланы и Христоса. Я считаю, что Крас заслужил бурные и продолжительные аплодисменты. Он молодец. А это у нас Барсик, хозяйки Юлии. Он такой в мечтательной позе. Вот это у нас Василий, хозяйки Дины.
он сам пришел к ней и сказал: возьми меня жить. И вот так живет у нее. А вот это у нас Тима, хозяева Наиль и Разия Сагеевы. А вот этого красавца вы уже видели, это Абамка, но в этот раз он в образе вампира, такие у него красивые зубки. А вот этот малыш это Паскаль, хозяева Светлана и Александр. А вот эта парочка это Мару и Монти, хозяева Венера и Василиса. Очень милые. А сейчас о наших любимцах, которые ушли за радугу. Это Белка, хозяева Наиль и Рамзия. А это котик Мартин, хозяева Светлана и Александр. На этом очередной альбом наших любимцев закончен. Присылайте фотографии любимцев. Это у нас озеро Вёртерзее, крупнейшее озеро Каринтии, теплое, по берегам курорты, очень популярное место отдыха. Мы много путешествовали в последнее время. Вот в частности летали на самолете, проводился праздник авиации. Это 2 километра от места, где мы живем. Есть небольшой аэродром. И там, пожалуйста, можно было всем желающим покататься на самолете. А мы воспользовались, облетели озеро. И вообще был очень интересный праздник. В частности, был запуск в пилотируемой модели живого человека. Не для слабонервных. А это у нас танцевальный марафон среди пенсионеров. Дедушкам уже за 80 лет. Ну, они, как видите, неугомонные и пляшут, просто отлично. На этом празднике мы бываем каждый год. Он проводится недалеко от нашего дома. Это на горе Осиахер Тауэр. Кроме того, мы побывали в Градо. Градо – это итальянский город на Адриатике. Просто у нас на озеро была не очень хорошая погода. Мы сели в машину 2 часа и мы плюс 33 Адриатика. Сегодня мы гуляли с ламой. Есть такой аттракцион, прогулка с ламой. Это 20 минут от нашего дома в горах Гуркталь. И там мы интересно провели время. Итак, предстоит целый ряд таких забавных роликов. Не забывайте включать уведомления. Вот у меня на канале периодически говорят: вы так давно вас не было. Я 2 раза в неделю или 3 раза в неделю здесь. Это вас давно не было. А не было вас давно, потому что вы не включили уведомления. Соответственно, YouTube присылает при отключенных уведомлениях письмо раз в 2-3 месяца про новый ролик. Вот вы 3 месяца прошло, вы получили ролик, за это время вышло уже 30 роликов или больше. А вы их пропустили. Поэтому, подписавшись, не забывайте включить колокольчик, включить уведомления. Тогда вы не будете пропускать ролики. Котик Вилли сегодня вечером нам устроил шоу. Мы сели вчетвером поиграть в карты. Хорошая, интересная игра. И тут заходит котик Вилли. В зубах мышь живая. И давай нам демонстрировать. Естественно, он ее упустил. Котика пришлось выставить за дверь. Мыши открыли проход. Она через террасу эвакуировалась. Одну мышачью душу сегодня спасли. Котик Вилли остался недоволен. Скорее всего, он ночью себе компенсирует. Кстати, за мной ролик, как птицы помогают котику охотиться на мышей. Я про это помню. И ролик будет в сентябре месяце. В сентябре месяце будет ролик про лебедей, которые зашли в дом. Материала набралось огромное количество. Они тут уже всякие трюки делали. Так что отложу на сентябрь. Сейчас просто люди отдыхают. Я тоже решил немножко отдохнуть. Мы с Ириной съездим в поездку. Нас пригласила наша подписчица. И мы слетаем в другую страну. Потом будет репортаж. Вообще,
канал дает общение не только виртуальное с вами, которое, как видите, с удовольствием общаюсь в комментариях, но и вполне реальное общение. Мы встречаемся с подписчиками из Австрии, бывали в Словении, встречались с подписчиками из Словении. Сейчас вот летим в одну из европейских стран, где тоже предстоит встреча. У меня есть много предложений из Америки, из Северной, из Южной, из Австралии, из Израиля. Так что канал неожиданно приносит такие интересные встречи, интересные контакты, чему я очень рад. Потому что живое общение с людьми из разных стран, оно всегда интересно. Я как-то говорил в одном из роликов, что каждая новая страна, в которой ты живешь, а для нас это уже не первая, не вторая, не третья страна. Вот каждая новая страна – это заново прожитая жизнь. В каждой стране ты проживаешь другую жизнь. А путешествия – это такие маленькие жизни. А на этом все. Кликните, пожалуйста, котика, подпишитесь на канал, включите уведомления и успехов вам!